Всех приветствую на канале. Сегодня мы будем вязать супер шикарный объемный снуд спицами. Сейчас вам вот сюда поставлю видео, как он смотрится. Это очень объемный снуд, причем его можно носить и с кожаной курткой, как у меня на видео, и с пальто. Я его ношу и как шарф, и также, если ветрено или холодно, использую в качестве капюшона, то есть накидываю на голову. И он тоже суперски смотрится. У меня он очень красивого, такого серого стального цвета. Снуд вяжется очень просто. Это платочный узор, но главное, нужный размер. И, конечно же, красивый наборный и край, который мы закрываем. Посмотрите, как шикарно смотрятся наборный край и закрытый край. Это такой подгиб лицевой глади с очень красивой такой кетлевочкой. Классно смотрится, он хорошо держит форму, не растягивается. Размер моего снуда, высота примерно 46 сантиметров и ширина 39 сантиметров. То есть снуд такой большой. Он вяжется из толстой пряжи. Я использовала меринго объемную. Сейчас вам вот здесь напишу состав этой пряжи. Это пряжа от Camtex. Использовала я спицы 10 миллиметров. То есть пряжа достаточно толстая, благодаря чему снуд вяжется очень быстро. И еще платочный узор. Снуд я вязала по кругу. И чтобы у меня не было никакой перебивки узора, я использовала очень классный метод Хеликса. Я все в видео подробно расскажу о наборном крае, о закрытии петель и об этом методе Хеликс. Кстати, петли здесь закрыты просто иголочкой. Здесь в конце идет полая резинка, закрытая иголочкой. Поэтому, девочки, запасайтесь пряжей. Вам нужно будет 3 мотка. Но у меня вот сюда ушло 3 мотка и чуть-чуть от 4-го. Хотя можно было даже рядок распустить и обойтись 3 мотками. Но у меня чуть-чуть от 4-го было истрачено. Пряжу я покупала в интернет-магазине Ажур. Ссылочку на этот интернет-магазин оставляю в описании. И давайте приступим к вязанию. Начинать вязание будем мы снизу, вязать обычную трубу и сверху закрывать петельки. Поехали! Для вязания буду набирать 60 петель. Набор петель буду производить на цепочку из воздушных петелек. Смотрите, каким образом. Вот у меня воздушная цепочка. Поворачиваю ее изнаночной стороной к себе. По изнаночной стороне имеются протяжки. Спицы у меня 10 миллиметров. Под протяжку ввожу спицу и набираю петлю. Затем под следующую протяжку. И таким образом наберу всего 60 петель. Я набрала петли. Теперь будем вязать по кругу 4 ряда лицевой гладью. Я провязала 4 ряда лицевой гладью. Теперь будем формировать край с подгибом. По изнаночной стороне на воздушной цепочке имеются протяжки. Мы их будем подхватывать и формировать подгиб. Подхватываем протяжку и накидываем ее на спицу. Вводим спицу в протяжку сверху и подхватываем через протяжку петлю. Протягиваем петлю через протяжку и вяжем ее лицевой. И петлю и протяжку скидываем со спицы. Поднимаем следующую протяжку. Вводим спицу сверху в протяжку и подхватываем петлю. Протягиваем петлю через протяжку и провязываем лицевой. Петлю и протяжку скидываем со спицы. Должно получиться так. На петлях появляются протяжки. Я довязала ряд до конца. Получился красивый край. Теперь нужно распустить цепочку из воздушных петель. Я убрала воздушную цепочку. Это лицевая сторона, это изнанка. Переходим к вязанию основного полотна. Снуд вяжется платочным узором. При вязании по кругу платочный узор вяжется как ряд лицевой и ряд изнаночный.
Платочный узор при круговом вязании дает ступеньку на стыке рядов. У нас этой ступеньки не будет, так как мы будем вязать методом хеликс. Для этого нужен второй моток пряжи. Лицевые ряды будем вязать этим мотком пряжи, а изнаночные этим. И так будем постоянно чередовать. Лицевой ряд одним мотком, изнаночный другим. Благодаря этому не будет видно стыка рядов ни по лицу, ни по изнанке. Вяжем лицевые ряды этим мотком, а изнаночные этим на необходимую высоту снуда. Я вывязала необходимую длину снуда, она у меня сейчас 45 сантиметров. Посмотрите, закончила вязание я именно лицевым рядом. Сейчас мы ту нить, в которой мы вязали изнаночные петли, оставляем. Ее уже даже можно обрезать. И теперь будем закрывать петли нитью от лицевого ряда. Посмотрите, как мы это делаем. Вот у меня петля на спице, а я спускаюсь на петлю на один ряд ниже. И подхватываю ее, накинув на спицу. И эту петлю я провязываю изнаночной. А саму лицевую петлю, которая на спице, я снимаю не провязанной нить перед работой. Опять спустилась на ряд ниже, подхватываю эту петлю, накидываю на спицу, провязываю изнаночной. Петлю со спицы снимаю нить перед работой. Таким образом вяжем весь ряд до конца. Я уже провязываю последнюю петлю ряда. Можно не накидывать петлю на спицу, провязывать сразу же на весу. Все, ряд закончен. Дальше закроем петли, как резинку 1 на 1 иглой. Я закрыла петельки иголочкой. Как закрываются петли иглой, на канале есть видео-мастер-класс. Ссылка в описании под видео. И на этом наш шикарный снуд готов. С удовольствием его носите. Не забывайте мне поставить лайк под этим видео. Обязательно пишите комментарии. Желаю всем теплой и уютной осени. До скорых встреч. Всем пока-пока.